Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Сегодня приглашаю вас начать вместе со мной вязать шикарный ковер лотос крючком с невероятно красивым рельефным узором. Мне очень нравится этот дизайн, он очень популярный, и ковры смотрятся просто великолепно, не оторвать глаз. Я связала уже, это мой пробный вариант, вязала как салфетку из хлопка средней толщины, и у меня получилась вот эта рельефная салфетка диаметром примерно 60-62 сантиметра. Для ковра я приобрела и буду вязать ковер полиэфирный шнур. Вот такой взяла сразу большой моток. Здесь 500 метров, светло-бежевый цвет, шнур без сердечника 3 миллиметра. И центр хочу связать тоном чуть темнее, вот такой бежевый цвет. В описании под этим видео я вам точно скажу, сколько у меня ушло полиэфирного шнура на вязание вот такого коврика. Это будет мастер-класс очень подробный, вязание коврика по рядам. Поэтому, если у вас есть навыки вязания крючком, если есть желание связать вот такой шикарный дизайн ковра, присоединяйтесь ко мне, будем вместе вязать. Мастер-класс будет разделен на две части. В первой части вот я свяжу, покажу, как вязать центр. И далее во второй части, как вязать уже вот эти лепестки, чтобы видео не было слишком объемным. Итак, приступаю к вязанию. Начинаю вязать ковер. По сути, узор ковра или салфетки в каждом круговом ряду повторяется 12 раз. То есть у нас 12 раппортов узора. И если вы посчитаете по кругу, то будет 12 лепестков. Здесь тоже в центре цветочек имеет 12 вершин. И поэтому по сути, каждый круговой ряд идет повтор узора 12 раз. Я буду показывать в начале первый начальный раппорт узора, второй, который повторяется, и завершение каждого ряда. Также под видео можете к нужному моменту по временным меткам перейти на нужный момент вязания. Итак, делаю начальное кольцо на 2 пальчика, чтобы колечко получилось такое свободное. Ввожу крючок в центр кольца и вытягиваю первую петельку. Далее набираю еще 3 воздушные петли. Делаю на крючок 2 накида, ввожу крючок в центр кольца и провязываю 2 накида. И после провязываю еще раз 2 петли с крючка. Далее 3 воздушные петли. После повторяем раппорт узора. 2 накида на крючок, вводим крючок в колечко, провязываем 2 накида. Вновь делаем 2 накида, вводим крючок в центр колечка, провязываем 2 накида, а затем общую вершину этих столбиков. То есть столбики с 2 накидами с одной вершины получается. И 3 воздушные петли. И повторяем этот раппорт всего 12 раз. Я провязала первый ряд. Вот если вы посчитаете, то получается 12 вот таких вот лучей. И заканчиваю ряд после 3 воздушных петель. Делаю вот вершину первых столбиков соединительный столбик. И далее по арочке еще один соединительный столбик. Далее второй ряд вяжется так. Делаем 1 воздушную петлю подъема, столбик без накида в центре арочки
И вяжем арочку 4 воздушные петли. Закрепляем арочку на следующей арочке по центру столбик без накида. И идет повтор. 4 воздушные петли и столбик без накида на следующей арочке. Заканчиваю второй ряд, начинаю вязать третий. Заканчивается второй ряд, делаем соединительный столбик вот в первую петельку подъема и соединительный столбик по столбику без накида. Далее 1 воздушная петля и по первой арочке провязываем в начале 2 столбика без накида. И далее будем вывязывать шишечки, но шишечки будем вязать на вот этих столбиках первого ряда. Шишечки будут состоять из столбика с 2 накида, 3 столбика с 2 накидами и с 1 вершиной. И для этого мы делаем на крючок 2 накида и вводим крючок, вот смотрите, в вершину вкалываем крючок вот 2 столбиков за 2 ниточки и провязываем 2 накида для ножки первого столбика. Вновь делаем 2 накида, в ту же точку вкалываем крючок, провязываем ножку второго столбика. И то же самое делаем для вязания ножки третьего столбика. И после провязываем вот все петли с крючка. И у нас получается вот такая шишечка. Закончив вязать шишечку, на той же арочке провязываем 2 столбика без накида. Вот до разделительного столбика без накида. И далее повторяется раппорт узора. После столбика без накида на арочке вяжем 2 столбика без накида и далее вывязываем шишечку. Делаем на крючок 2 накида, вводим крючок вот за вершину столбиков первого ряда и провязываем ножку первого столбика. То же самое для второго столбика, 2 накида провязываем, и из той же точки для третьего столбика 2 накида. После провязываем общую вершину и получается вот уже вторая шишечка. Заканчиваем раппорт от 2 столбика на той же арочке. И далее идет повтор, и вот у нас должно получиться 12 шишечек по круговому ряду. Заканчиваю третий и начинаю вязать четвертый ряд. Заканчиваю ряд соединительным столбиком в первую петлю подъема, 1 воздушная петля и далее вяжем по ряду на 2 петельках 2 столбика без накида. Далее над вершиной шишечки вяжем рельефный столбик без накида. Для этого вводим крючок вот за самую вершину и провязываем столбик без накида. И после на 2 петельках тоже провязываются 2 столбика без накида. И так повторяем. 2 столбика без накида. Над вершиной вяжем рельефный столбик без накида, вводя крючок за вершину шишечки. И после 2 столбика без накида. Завершаю вязание 4-го ряда и начинаю вязать 5-й ряд. Заканчивается 4-й ряд соединительным столбиком первую петлю подъема и 1 воздушная петля для вязания нового ряда. И в 5-м ряду мы повторяем раппорт узора просто. По 5 петелькам провязываем 5 столбиков без накида.
И так повторяем 12 раз. Заканчиваю 5-й, начинаю вязать 6-й ряд. В завершении ряда соединительный столбик в первую петлю подъема. И в 6-м ряду мы смещаем начало вязания. И по первым 3 петелькам провязываем 3 соединительных столбика. Вот получается, начало ряда идет над шишечкой. И начинаем вывязывать узор. В этом ряду вяжем рельефные столбики. И эти столбики будут сложные. Вот первый столбик с 4 накидами. И провязывается он на вершине столбика, точнее на ножке столбика без накида 2-го ряда. Вот этот столбик был связан в центре арочки. Заводим за 2 ниточки крючок, захватываем рабочую нить и провязываем 4 сделанных накида с крючка. Далее завершаем вершину столбика вот такого длинного. И далее по ряду провязываем 5 столбиков без накида. После 5-го столбика будет следующий сложный столбик. Вначале делаем на крючок 2 накида. И этот столбик провязываем на ножке вот предыдущего длинного столбика. Вот смотрите, провязан первый накид и второй накид. То есть где-то примерно в центре вкалываем крючок за 2 ниточки и провязываем 2 накида. Но полностью вязание столбика не завершаем. Далее, не довязывая вершину столбика с 2 накидами, делаем на крючок еще 4 накида. И далее вкалываем крючок в столбик, в ножку столбика без накида 2-го ряда. Вот он находится на арочке 1-го ряда. И провязываем теперь 4 накида поочередно и вершину столбика. Вот получается такой элемент. Далее после этого сложного столбика по ряду вяжем 5 столбиков без накида. И после 5-го столбика вновь выполняем сложный столбик. Сначала делаем 2 накида на крючок, вкалываем крючок вот в ножку предыдущего рельефного столбика. Вот вы видите, там, где провязан был 2-й накид. И провязываем 2 накида, но не завершаем вершину столбика. Делаем 4 накида. Вкалываем крючок в столбик без накида 2-го ряда вот на следующей арочке. И провязываем теперь 4 накида. И в конце провязываем вершину 2 столбиков. И после по ряду идет 5 столбиков без накида. И повторяем эти действия до конца ряда. Заканчиваю вязать 6-й ряд. И последний столбик — это рельефный столбик с 2 накидами вот на длинном столбике. Вводим крючок за 2 ниточки в центре столбика, провязываем 2 накида. Затем вводим крючок вот в вершину 1-го столбика и провязываем вот общую вершину, чтобы он у нас был соединен. Далее
начинаем новый ряд, 1 воздушная петля подъема, и в этом ряду будем вязать столбики без накида. Над вершиной вот этих вот сложных столбиков провязываем на ножке, вот здесь соединяем общую вершину, столбик без накида. Далее по ряду идет 5 столбиков без накида обычных. 5 столбиков без накида и вновь рельефный столбик на вершине вот 2 столбиков. Вводим крючок за вершину и провязываем столбик без накида. И далее повторяем 5 столбиков без накида, рельефный столбик над вершиной 2 столбиков. Перехожу к вязанию 8 ряда. 7 ряд завершаю соединительным столбиком в первую петлю подъема и плюс 1 воздушная петля для нового ряда. В 8 ряду нам необходимо провязать столбики без накида по ряду, плюс сделать 2 прибавки на каждый раппорт. Сейчас вот у нас каждый раппорт составляет 3-6 петелек. Нам необходимо расширить раппорт до 8. И для этого вот на первой петле провязываем 1 столбик без накида, на второй 1 столбик без накида, на третьей петельке провязываем 2 столбика без накида. Это первая прибавка. На четвертой петельке 1 столбик без накида, на пятой петельке 2 столбика без накида. И на шестой 1 столбик без накида. И так повторяем ту же самую очередность прибавок по кругу всего 12 раз. Заканчиваю вязание 8 ряда соединительным столбиком в первую петлю подъема. И новый ряд начинаю с 1 воздушной петли. И далее 9 ряд вяжем просто столбики без накида, но вводим крючок только во вторую полупетельку, то есть за вторые полупетельки вяжем столбики. И здесь вяжем без прибавок, просто столбики без накидов по кругу. И впереди работы остается вот цепочка полупетелек. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать 9 ряд. И уже в центре мотива связан такой красивый цветок. И смотрите, насколько отличается размер узора по плотности вязания от хэбэшной пряжи и полиэфирного шнура. То есть здесь мотив будет значительно крупнее. И в 10 ряду начинаю вывязывать новый элемент узора, вот такой объемный, рельефный, который в принципе вяжется тоже очень просто. Сейчас подробно покажу. Заканчиваю я 9 ряд, как обычно, соединительным столбиком в первую петлю подъема и начинаю 10 ряд с 3 воздушных петель. И далее по ряду провязываю 2 столбика с 1 накидом. Далее вяжем рельефные вот такие вот цепочки. Для этого набираем цепочку 7 воздушных петель. Теперь смотрите, на ряд ниже, вот которые свободные полупетельки мы оставляли, отсчитываем от столбика. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 7-ю полупетельку вводим
зацепляем, вводим крючок и провязываем соединительный столбик, зацепляя вот связанную цепочку. И теперь смотрите, по цепочке вяжем столбики без накида. И нам необходимо провязать по цепочке из каждой петельки 7 столбиков без накида. И мы дошли до места, там, где закончили вязать столбики с одним накидом. Далее повторяем по ряду, провязываем вот за рельефной цепочкой 2 столбика с одним накидом. После набираем цепочку 7 воздушных петель. Эту цепочку цепляем, пропустив вот одну петельку после последнего закрепа, следующую делаем соединительный столбик, зацепляем цепочку воздушных петель и в обратном направлении вяжем по цепочке 7 столбиков без накида. Седьмой столбик по цепочке и следующий повтор то же самое. Теперь 2 столбика с одним накидом по ряду. Далее цепочка из 7 воздушных петель, цепляем ее через одну полупетельку и по набранной цепочке в обратном направлении 7 столбиков без накида. И таким образом вот такие рельефные цепочки вяжем по кругу и получаем вот такой вот рельефный круг. Заканчиваю вязать 10 ряд коврика. И смотрите, 10 ряд я провязала цепочку. Здесь она у меня прикрепилась, осталась одна петелька вот до того места, где прикреплялась первая цепочка. Провязала столбики без накида, 7 столбиков по этой цепочке. И теперь в завершении ряда здесь я делаю 1 столбик с одним накидом из последней петли. Далее делаю соединительный столбик вот в первую, в третью петлю подъема. Далее 1 воздушная петля. И теперь смотрите, вяжем столбики без накида, 11 ряд пошел, по вершинам столбиков с одним накидом. Здесь в начале ряда было 2 столбика. Далее смотрите, идет вот первая цепочка и следующие 2 столбика. На их вершинах провязываем 2 столбика без накида. Вновь пропускаем цепочку со столбиками и после еще 2 столбика без накида. И так вяжем столбики без накида в этом ряду по кругу. Заканчиваю вязание 11 ряда. И после последнего столбика без накида, вот перед вот этой цепочкой, далее делаю в первую петлю подъема соединительный столбик. Для 12 ряда новая 1 воздушная петля подъема. И по столбикам в предыдущем ряду вяжу новый ряд столбиков без накида. Пока здесь не делаем никаких прибавок, просто ряд столбиков без накида.
Заканчиваю вязать 12 ряд. И смотрите, 12 ряд столбиков без накида заканчиваем мы протяжкой. Вытягиваем немного рабочую петлю, вкалываем вот в первые 2 полупетельки столбика и захватываем впереди работы вот эту рабочую петлю и вытягиваем ее наверх. Далее рабочую нить перемещаем за вязание и набираем 1 петлю подъема. Начинаем вязать 13 ряд. И смотрите, после первой петли подъема, которая располагается вот за петелька первого столбика, далее мы начинаем вязать столбики без накида, но будем вязать столбики без накида на ряд ниже. Смотрите, вот предыдущий ряд столбиков и на ряд ниже столбики без накида. И вводим крючок, получается, с изнанки за ножку столбика и провязываем такой вот рельефный столбик без накида. Он получается за вязанием, то есть будет расположен за последним рядом столбиком. И наверху остается вот этот рельефный ряд столбиков без накида. После делаем арочку 3 воздушные петли, пропускаем 1 столбик и на ряд ниже, вот видите, 1 столбик пропустили, и на следующем столбике точно так же вяжем рельефный столбик без накида. И так повторяем: 3 воздушные петли, пропускаем 1 столбик и на следующем вяжем столбик без накида на ряд ниже. И вот такие арочки вяжем в этом ряду. Заканчивается 13 ряд арочек, и делаем в завершении соединительный столбик вот из первой петельки после последней арочки. Далее провязываю соединительный столбик из первой арочки, это уже для вязания 14 ряда для начала, 3 воздушные петли подъема. И из первой арочки провязываем 2 столбика с 1 накидом. И далее в этом ряду из каждой арочки, вот они идут арочки из 3 воздушных петель, мы вяжем 3 столбика с 1 накидом. И провязываем этот ряд таким образом. Столбики с 1 накидом по 3 из каждой арочки. Закончила вязать 14 ряд и сейчас начинаю вязать 15. А вот 14 ряд завершаю соединительным столбиком 3 петлю подъема. Вот она, 3 петелька, провязываем соединительный столбик. Далее 1 воздушная петля для 15 ряда и столбик без накида. И теперь начинаем вывязывать рельефный узор. Будем вязать 2 столбика с 2 накидами рельефных с 1 вершиной. И смотрите, сначала делаем 2 накида и крючок уводим за ножку столбика на 2 столбика назад. Вот 1, 2, отсчитываем и вот за эту ножку столбика вводим крючок и провязываем 2 накида. Первый накид и второй, но вершину столбика мы не провязываем. Вновь делаем 2 накида. Теперь от ножки рельефного столбика отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4.
И за ножку 5-го столбика вводим крючок. И теперь провязываем 2 накида и общую вершину. Получается такой как столбик с 2 ножками, как вершина треугольника. Теперь смотрите, вяжем столбик без накида по ряду, но вот петелька до петельки рельефного столбика, то есть петелька до столбика, на котором связан рельефный столбик. Вот. И по сути на этом раппорт закончен. Далее повторяем эти действия. И сейчас покажу еще раз. Вяжем вот рельефный столбик с 2 ногами. Делаем на крючок 2 накида. И теперь смотрите, чтобы посчитать, вот отсчитываем 1, 2. Можно отсчитывать вот после вот этого с правой стороны столбика, пропускаем вот одну ножку и в следующую вводим крючок и провязываем на этой ножке 2 накида. Не заканчиваем вершину столбика, делаем накид на крючок. Теперь от этого рельефного столбика отсчитываем 4 ножки. 1, 2, 3, 4. Либо смотрим, вот вторая ножка, после нее пропускаем одну ножку и за следующую вводим крючок и уже провязываем вторую ножку столбика. И после общую вершину. И заканчивается раппорт, столбик без накида, вот петелька до ножки, ну вот до рельефного столбика вот этого. И вот вы видите, вывязывается вот такой рельефный узор. Сейчас еще раз быстро покажу. Так, вяжем рельефный столбик, одна ножка с 2 накидами и вторая ножка. Общая вершина и провязываем столбик без накида. И вот вы видите, уже идут такие рельефные столбики наискосок. И так вяжу этот круговой ряд. Дорогие рукодельницы, я заканчиваю вязать 15 ряд. И последнее повторение, смотрите, последний рельефный столбик я вяжу только один на ножку справа. И после делаю столбик без накида впереди и соединительный столбик в первую петлю подъема. И на этом первая часть вязания коврика закончена до 15 ряда. И во второй части я уже буду показывать вязание далее. С 16 ряда вывязываются красивые лепестки, которые обрамляют центральную часть. И я буду использовать полиэфирный шнур более светлого оттенка.